Итак, ребята, в сегодняшнем уроке мы разберем с вами, как же нам сделать сообщения, которые всплывают из телефона. Но это может быть и планшет, и компьютер. Для начала нам нужно установить наш телефон на какой-то штатив, который у меня, собственно, сейчас меня снимает. И при помощи второго телефона я буду производить такие манипуляции, да, то есть делая вот так пальчиком, откуда у меня будет вылетать сообщение. Здесь вы можете обыграть данный креатив двумя способами. Либо вы будете вот таким действием выбрасывать сообщения, да, и они будут исчезать. Либо вы можете сделать вот так, и сообщение мое зависнет. В этом случае, да, во втором случае, надо помнить о том, что каждое сообщение будет зависать в определенном месте. Соответственно, мне надо выбрасывать мои сообщения данным способом. Каждый раз, проделывая движение, будто бы я вытаскиваю сообщение из моего телефона, мне нужно мой пальчик ставить в разных местах, да, то есть там, где будет зависать это сообщение. Потому что если я сделаю вот так, то можно заметить, как у меня одно сообщение накладывается на другое, и это уже не айс, потому что его прочитать невозможно. А теперь я засниму два примера, и по которым у нас, собственно, и будет заснят наш урок. То есть первый пример — это когда я делаю вот так, и мои сообщения улетают в неизвестном направлении. И второй эффект — это когда я делаю вот так, и потом я рассказываю аудитории, отвечаю на данные вопросы, либо комментирую как-то то, что они мне написали. Теперь поехали к монтажу. И для начала мы переходим вот в это приложение. У нас уже должны быть сделаны скриншоты с нашими отзывами. Выбрав наш скриншот, мы можем его обрезать в том месте, которое как раз-таки и будем использовать. Именно так, как вы сейчас наблюдаете на примере. После чего мы нажимаем на кнопку «Готово». И затем нам надо пипеточкой выбрать область, которую мы хотим удалить. После чего, передвигая ползунок, мы можем выбрать интенсивность того, что мы удалили. Как можно заметить, здесь у меня удалился и фон с моего комментария. Но ничего страшного, нажав на кнопку с фломастером, я могу вот так вот аккуратненько восстановить ту область, которая мне нужна. Либо при помощи ластика удалить то, что не удалилось. Проделав все эти манипуляции, мы можем нажать на квадратик со стрелочкой в правом верхнем углу и сохранить получившийся результат. После чего из двух вариантов мы выбираем прозрачный фон, нажимаем на него и выбираем высокое качество. Все. Наш отзыв готов. Таким образом мы оформляем все наши отзывы, после чего переходим в приложение CapCut. Здесь мы выбираем новый проект и добавляем наше видео, которое мы уже подготовили для отзывов. Теперь на дорожке из видео я ищу тот момент, где я пальчиком только дотрагиваюсь до экрана перед тем, как взмахну. И нажимаю на кнопку «Добавить наложение», после чего перехожу в фото и выбираю подготовленный мной отзыв. Потом двумя пальчиками моей руки я уменьшаю мой отзыв до такого размера, чтобы его практически не было видно. И перетаскиваю этот отзыв прямо в сам телефон, так, чтобы его не было заметно. Вот так вот. И нажимаю на ромбик с плюсиком, чтобы зафиксировать положение моего комментария именно в этом месте. После чего перехожу к дорожке с видео и ищу тот момент, где мой пальчик уже якобы вытащил комментарий из телефона. Теперь мне нужно увеличить этот комментарий до того момента, чтобы он стал читабельным, и передвинуть в сторону моего пальчика. Как можно заметить, у нас автоматически появился новый ромбик на дорожке с комментарием, за счет чего эти два ромбика и будут служить нам визуализацией того, что комментарий вылетает из телефона. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так вот, здорово. Теперь мне нужно найти тот момент, когда я выбрасываю второе сообщение. Вот оно, это место. Теперь мне надо мое первое сообщение убрать в верхний угол моего видео. Вот так вот. Теперь я ищу момент, где я опять дотрагиваюсь пальцем до экрана и буду выбрасывать второе сообщение. Проделываю те же самые манипуляции. То есть добавляю наложение, выбираю следующий комментарий, уменьшаю его по размеру, перетаскиваю на то место, где у меня располагается телефон, и ставлю ключевую точку или ромбик. После чего ищу момент, где я уже выбросила комментарий. В этом моменте увеличиваю мой комментарий и перетаскиваю на место моего пальчика. А комментарий, который у меня был первый сверху, убираю полностью за пределы моего видео.
И это действие проделываю столько раз, сколько будет у меня сообщений в моем видео. Давайте для наглядности проделаем это действие еще раз. Мы при помощи кнопки «Добавить наложение» добавляем новый комментарий, находим то место, где пальчик касается телефона, уменьшаем комментарий, ставим ключевую точку, затем находим тот момент, где пальчик уже выбросил наше сообщение, либо комментарий, увеличиваем комментарий и ставим на место, где наш пальчик, после чего уводим полностью сообщение за экран. И давайте посмотрим, что же по итогу у нас получилось. Замечательно. Давайте теперь перейдем ко второму варианту оформления наших креативных ответов, вопросов, либо комментариев. Проделываем то же самое движение, но теперь, когда мы перетаскиваем наш комментарий на то место, где оно уже вылетело, находим раздел затемнения, там нарисована капелька, и заходим в него и тянем за ползунок до получения такого полупрозрачного эффекта. Вот видите, как сейчас мой комментарий начинает приобретать полупрозрачную основу. И этот эффект вы также можете использовать. Сейчас объясню, почему именно во втором варианте я предпочитаю полупрозрачную основу для моих комментариев, отзывов и чего-либо другого. Потому что в этом положении мои сообщения, они будут замирать на одном месте. И вполне логичным будет, что я буду что-то комментировать, да, по поводу этих вопросов, либо комментариев. И я буду двигаться в этом видео. И вполне возможно, что мое лицо, либо тело, участки тела будут заходить за комментарии. Если я ставлю их не полупрозрачными, да, то в этом случае меня не будет за ними видно. А если я их делаю полупрозрачными, вот такими, то тогда видно полностью и меня, потому что я буду как бы просвечиваться сквозь этот комментарий. И также будет видно мой комментарий, он будет читабельным, и это создаст впечатление такой голографии, да, как будто более реалистичного эффекта. Как только я разместила все свои комментарии, по плану у меня их было 3, я тяну за вот этот квадратик у каждого комментария до того момента, где кончается мое видео. Тем самым я создам эффект зависания моих сообщений до конца видео. То есть они будут вылетать один за другим, а закончатся тогда, когда закончится все мое видео. Ну и, конечно, не забываем сохранить наш креатив, чтобы он был полностью готов для того, чтобы мы его запостили.